Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Вы отправляетесь в отпуск, турпоход или на дачный участок. Величественное звездное небо, не испорчено городской засветкой и смогом. Хорошо бы рассмотреть подробнее множество красот дальнего космоса. Вот бы иметь под рукой не тяжелый и устойчивый, компактный и светосильный телескоп. У вас разве не возникало такого желания? Американская фирма MIT предлагает отличное решение – серию небольших телескопов ETX, к тому же оснащенных системой автонаведения. Сегодня в нашей лаборатории обзор одной из младших моделей серии – телескоп ETX-70, выпущенный под торговой маркой Bresser по лицензии и технологиям компании MIT. Bresser ETX-70 поставляется в небольшой картонной коробке, на которой одета цветная подарочная обложка. Внутри коробки мы находим трубу с монтировкой, два окуляра в пластиковых футлярах, пакет документов и пульт управления. Руководство пользователя, диск с астрономическим программным обеспечением и пульт оказались на немецком языке. По-видимому, телескоп предназначался для среднеевропейского рынка. Тем не менее, нам без труда удалось разобраться в управлении благодаря иллюстрированной инструкции. После распаковки Bresser ETX-70 оказался практически готовым к наблюдениям. Труба и монтировка представляют собой единое целое. Достаточно установить окуляр и можно приступать к наблюдениям в ручном режиме управления. В отличие от большинства телескопов с автонаведением, монтировки серии ETX позволяют использовать инструмент и в ручном режиме без электропитания. Для его включения между перьями вилки имеется рычаг сцепления вертикальной оси с приводом. Горизонтальная ось освобождается ручкой зажима фрикциона, расположенной на правом пере вилочной монтировки. Чуть ниже этой ручки расположены гнезда подключения пульта управления, внешних устройств и кнопка включения питания. Подключим сюда пульт AutoStar с компьютерным контроллером и базой на 1500 объектов звездного неба. Дисплей пульта имеет приглушенную красную подсветку. Он не слепит глаза и не мешает при ночных наблюдениях. В основании монтировки рядом с рычагом сцепления предусмотрен отсек для батареек. 6 элементов AA хватает на несколько ночей активных наблюдений. Такая экономичность присуща далеко не всем монтировкам с автонаведением. Заметим, что разъем питания позволяет использовать и батарейки типа крона, и внешний блок питания. В собранном виде телескоп очень компактен, легок, его всегда можно взять с собой и установить на любом подходящем возвышении – столе, подоконнике, парапете, капоте автомобиля. Предусмотрена также возможность установки телескопа на штатив треногу. Старшие модели серии комплектуются таковыми. А что же оптика? Труба выполнена по схеме короткофокусного светосильного рефрактора ахромата. На поверхности линз нанесено многослойное просветление по технологии MIT, а внутри самой трубы имеется несколько диафрагм светоотсекателей. Окулярная часть телескопа сделана очень оригинально и имеет два места для подключения аксессуаров. Под крышкой торцевого отверстия мы обнаружили резьбу для крепления фотопринадлежностей. Окуляры же устанавливаются перпендикулярно оптической оси в стандартную втулку 1,25 дюйма. Световой поток направляется на матрицу фотоприемника или же в окуляр встроенным диагональным зеркалом. Рычаг переключения расположен в левой части окулярного узла. В правой части окулярного узла находится ручка фокусировки, которая осуществляется подвижкой объектива. Фокусировка плавная и достаточно удобная. В комплекте имеются два окуляра. 25-мм окуляр вполне хорош, его линзы просветлены, картинка яркая и контрастная. 6-мм окуляр очень бюджетного исполнения и, пожалуй, пригодится только для наблюдений Луны. Что же, нам осталось дождаться темноты, провести позиционирование системы AutoStar и приступить к наблюдениям. Начнем с захватывающей прогулки по летнему Млечному Пути.
когда все поле зрения телескопа усыпано мириадами звезд и скоплений, туманностями и облаками галактической пыли. Даже удивительно, сколько подробностей может показать такой небольшой инструмент под темным загородным небом в 25-миллиметровый комплектный окуляр. Туманность Андромеды полностью поместилась в широкое поле зрения. Прекрасно наблюдалось ядро огромной спиральной галактики и два ее спутника, более яркое шаровидное М32 и едва различимое эллиптическое М110. Без труда система Алтостар нашла и парочку галактик в Большой Медведице. При этом обе галактики наблюдались в поле зрения одновременно. Яркое овальное ядро М81 и веретенообразное М82. Шаровые скопления тоже вполне доступны для наблюдений в 70-миллиметровый телескоп. Разрешить их на звезды, конечно, невозможно, но маленькие туманные пятнышки прекрасно различимы на звездном фоне. Для наблюдений рассеянных звездных скоплений ETX-70 подходит гораздо лучше. Как же интересно смотрится на широком угле двойное скопление в Персее. Затем величественные плеяды предстали перед нашим взором. На ярких звездах немного заметен хроматизм, но это не мешает любоваться прекрасной картиной звездного семейства. Для планетных наблюдений телескоп подходит в общем-то меньше, но тем не менее, с некомплектным 5-миллиметровым окуляром Юпитер показал свои спутники, экваториальные полосы и полярные потемнения. Наблюдения Луны, особенно если это происходит впервые, мало кого могут оставить равнодушными. Конечно, на контрастных переходах лунного диска хроматизм стал заметен больше, но общее впечатление телескопа это не испортило. Подведем итоги. Телескоп Брессер ETX-70 показал хорошее качество картинки, Deep Sky объектов и звездных полей на малых увеличениях. Точную, правда, немного шумную работу автоматики. Отличительной чертой инструмента являются малые габариты и низкое энергопотребление, неприхотливость к месту расположения, возможность автономного ручного управления. Немного огорчило низкое качество 6-миллиметрового окуляра и присутствие хроматической аберрации на больших увеличениях. Однако стоит заметить, что телескоп изначально не рассчитывался на такие наблюдения. Итак, вывод специалиста лаборатории Астроскоп. Благодаря малому весу и небольшим габаритам, а главное эффективности и неприхотливости, телескоп Брессер ETX-70 станет отличным спутником в путешествиях и на отдыхе. Благодаря наличию системы автонаведения можно его рекомендовать также и для обзорных, образовательных наблюдений с детьми. Даже не зная неба, вы сможете увидеть многое. Телескоп сам проведет экскурсию по звездному небу и покажет наиболее интересные объекты, что оставит множество прекрасных, незабываемых впечатлений о звездном небе. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.